Никита вышел из своего маленького домика на окраине городка, держа в руках старую алюминиевую кастрюлю с кашей. Его дом стоял на краю узкой улочки, где дома были старыми, но крепкими, словно это было внутренняя побрякушка жизни, которая противостояла времени. Каждое утро Никита выходил на улицу, погружаясь в знакомую атмосферу своего небольшого мира. Улица, вымощенная бугристыми плитами, каждый раз напоминала о том, что время здесь остановилось. Воздух был свежим, но окутан легким туманом утреннего холода, который пробирался через не совсем плотно закрытые окна его дома. Никита потянулся, разминая затекшие мышцы, чтобы подготовиться к новому дню, который обещал не быть лучше предыдущего. Но он был готов встретить его с той же настойчивостью, с которой встречал все свои утренние ритуалы. Этот самый ритуал служил ему одним из немногих способов сбросить с себя груз былых неудач. В конце его переулка стояли контейнеры для мусора, вокруг которых всегда собирались рядом бездомные собаки. Худые, лохматые и с грустными глазами, они ждали человека, который хоть раз бросит им в кормушку что-то вкусное. Эти верные и преданные создания всегда были рядом как щиты, которые защищали Никиту от одиночества. Каждый день Никита приходил к ним, начиная этот процесс как важный ритуал. Он давно привык к всем этим прогулкам, которые напоминали ему о том, что он не одинок в этом мире. Эти собаки стали единственными живыми существами, с которыми ему было по-настоящему спокойно. Он мог рассказывать им о своих проблемах, делиться сокровенными мыслями и даже мечтать наедине с ними. Они никогда не осудят и не отвернутся. «Ну что, друзья мои, без косточек сегодня», — произнес Никита, улыбаясь своей чуть усталой, но доброй улыбкой. «Извините, зарплату опять задержали». Эти слова были обращены скорее к самому себе, чем к собакам, но пушистые слушатели с восторгом завиляли хвостами, наклоняя головы, словно понимали каждую фразу. Никита ощущал, как в груди появляется легкость, когда он общался с этими пушистыми созданиями, которые так беззаветно любили его. Работал он сторожем на складе стройматериалов, что находился неподалеку от промзоны, в зоне, где время двигалось медленно, как он сам. Работа была однообразной, и он не мог не чувствовать, что скука причиняет больше боли, чем одиночество. Бесконечные ночные смены, заседания с бухгалтерией, проверки закупок и материалов, а иногда и неожиданные увольнения служили постоянным напоминанием о том, что жизнь не всегда была просто спокойной. Но Никита все равно находил в этом покой. Не нужно было лишних разговоров, объяснений, отчетов. Сидишь в будке, проверяешь ворота, да обходишь территорию ночью. Для него это было идеально, как раз то, что он искал после бурного периода своей жизни. А когда-то все было иначе. В молодости Никита был амбициозным и уверенным в себе. Доходы были высокими, и он чувствовал, что вот-вот начнет зарабатывать миллионы. Он с гордостью вспоминал те награды, которые получили его с другом за достижения в бизнесе, когда вместе с товарищем по институту занялся бизнесом. Продавали бытовую электронику. Дела шли в гору, росло число клиентов, шли первые прибыли и даже идеи по расширению бизнеса. Казалось, жизнь открывает двери к успеху и неподъемным возможностям. Именно в этот момент он столкнулся с судьбоносной загадкой – встречей с Софьей. Она была первой женщиной, которую Никита действительно полюбил, и ее идеализированный образ как будто стал той искоркой, которая восстановила его веру в будущее. Софья была умной, красивой, с живым умом и легким характером. С ней можно было разговаривать обо всем – о книгах, о музыке, о футболе. Она понимала его с полуслова и поддерживала во всех начинаниях, а это было всегда для него очень важно.
В ее глазах Никита находил уверенность, что он на правильном пути. Они мечтали о свадьбе, строили планы о доме и детях. Это было счастливое время, о котором многие могли лишь мечтать. И Никита был на 7-м небе от счастья. Но на горизонте жизни неожиданно появилась Дарья, и эта встреча перевернула все. Дарья была полной противоположностью Софьи, яркая, эксцентричная, с вызывающей улыбкой и манерами, которые навсегда приковывали к ней взгляды сразу всех окружающих. На любой вечеринке она была несомненной звездой. От нее исходила энергия, притягивающая мужчин, и Никите с каждым разом становилось сложнее отмахнуться от ее магнетической силы. В тот момент, когда адреналин даровал ему ощущение свободы, он подумал, что в ней есть то, но чего не хватает и Софье. Огонь, страсть, сумасшедшая энергия, создающая атмосферу праздника. Это было сильное заблуждение, но Никита не мог остановиться. Однажды в компании друзей он не удержался и поддался искушению. Всего одна ночь с Дарьей все изменила, а его жизнь перестала быть такой ясной, как когда-то. На следующее утро, проснувшись один, он понял, что совершил большую ошибку. С ней было пусто, как будто прошел сквозь туман и наткнулся на бездну. Удары, выдержанные встречами с Софьей, начинали наваливаться, напоминая о том, что он потерял душевный комфорт. В разговорах с Дарьей он чувствовал лишь холодную стену. Никакой глубины, никакого настоящего интереса, только показное веселье и легкомысленный смех. Он вернулся к Софье, и тяжесть на сердце не оставляла его ни на минуту. Но судьба распорядилась иначе. Через месяц Дарья пришла к нему с известием, которое перевернуло его жизнь. Она заявила, что беременна, и это известие, как гром среди ясного неба, сразило его. Для Никиты это был настоящий удар. Он понимал, что действительно любит Софью, хотел быть с ней, и вдруг все его мечты оказались под угрозой. Когда Софья узнала правду, она не простила его и с сердцем, полным горечи и разочарования, ушла от него, оставив его в пустоте бы. Никита чувствовал, как его мир рушится. Он, мучимый чувством вины, оказался в затруднительном положении и в конечном итоге женился на Дарье, хотя и не испытывал к ней настоящих чувств. Она была красивой, но в реальности оказалась капризной, высокомерной и эгоистичной женщиной, с которой трудно было ужиться. Каждый раз, когда они пересекались, Никита чувствовал, что физически рядом, но эмоционально они были на разных планетах. У них родился сын, Андрей. Для Дарьи он стал символом будущего, но Никита уже начинал осознавать, как его душа постепенно угасает от напряжения и ожиданий. Для Дарьи сын стал шансом. Она мечтала, что он вырастет успешным, сделает карьеру и однажды уедет в Европу. Но Никита, напротив, терял надежды. Его работа инженером не приносила радости. Он чувствовал, что жизнь проходит мимо, и мечты о другой судьбе стали для него далекими иллюзиями. Каждый год, как последний, проходил скучно и безнадежно, и Никита не мог изменить свою судьбу, запутываясь в привычной рутине. Андрей рос и все больше походил на товарища Никиты, с которым тот когда-то начинал бизнес, что только тяготило его, ведь это было как память о неподъемном бремени. Это напоминание о потере веры и о том, как легко потерять то, что когда-то казалось незыблемым, стало давить на него. Каждый взгляд на сына все больше прояснял образ прошлого, и отношения с Дарьей становились только хуже. Она все больше требовала, упрекая Никиту в том, что он неправильно расходует свои силы и деньги. Каждый новый день давил на Никиту, заставляя его углубляться в свою скорбь и одиночество. Она требовала деньги, дорогие вещи и одежду, проводила больше времени в салонах красоты, чем дома. И все это лишь усиливало отчуждение между ними. Никита замыкался в себе все сильнее, как человек, запертый в шкафу.
и настроение его каждый день все больше портилось. Однажды, вернувшись домой раньше обычного, он застал Дарью с тем самым другом, с которым она флиртовала на вечеринках. Этот момент стал его окончательным пределом, тяжелым бременем, которое он не был готов больше нести. Никита потерял все. Он выгнал жену и ее нового партнера из своего дома, закрыв за ними дверь навсегда. После этого он погрузился в пьянство и бесцельную жизнь, но вскоре нашел в себе силы осознать, что так нельзя, и пытался поставить жизнь на честный путь. Чтобы забыть свои беды и разочарования, он бросил все и устроился сторожем. Теперь его жизнь была ограничена работой, небольшим домиком и собаками, которых он с удовольствием кормил у контейнеров. С каждым днем он все больше смирялся с одиночеством, и годы шли. Никита привык к этой жизни, и жители маленького городка знали его как того самого сторожа, который кормит собак. Несмотря на порой угнетенное настроение, в его общей картине жизни оставалась пара нежности к этим пушистым созданиям. Они стали его верными спутниками в отчаянии, которые всегда приходили к нему, когда он сидел на пороге своего домика. Но совершенно неожиданно в его жизни снова появился Андрей. Ему было 21, и как зеркало, которое отражает себя, он не оправдал надежд матери и не стал успешным. Теперь он искал своего «я» у отца, с которым у него когда-то были только теплые воспоминания. Но Никита не был рад встрече. Сын принес спиртное, и они говорили всю ночь, обсуждая свои жизни, и все разговоры сводились к жалобам. Никита видел, как сравнения приводили к тому, что Андрей не хочет решать проблемы. Он лишь искал виноватых в своем несчастье. В таких моментах Никита чувствовал себя не обследуемым, а наблюдателем за развивающимся спектаклем, где каждая сцена вызывала лишь резкий отклик. Со временем стало ясно, что сын пришел не просто так. В округе начали сторониться Никиты Мамнеки, а его имидж обесценился в глазах окружающих. Вскоре выяснилось, что Андрей собрал документы, чтобы признать отца недееспособным и забрать дом. Это стало последней каплей. Никита был в ярости и с бурей эмоций, бурлящих, как завихрение в реке, но решил бороться равным образом. Он понимал, что дважды в жизни он уже попадался на удочку этой семьи, и теперь он не собирался сдаваться. Он готовился к суду, понимал, что потерять еще больше сейчас было невозможно. Тратил часы на изучение юридических нюансов, читая статьи, собирая доказательства своей дебильной состоятельности как гражданина. Но однажды вечером, после очередного тяжелого и напряженного разговора с сыном, Никита почувствовал резкую боль в груди и состояние стойкой слабости, как будто жизнь покидала его тело. Он прилег отдохнуть, не осознавая, что это может быть серьезно. Утро пришло, и его нашли без сознания. Андрей, все еще грустный и обиженный, поспешил объявить о его смерти и начал готовить похороны, как если бы все эти годы его мать ненавидела своего отца. Но на этом дело не закончилось. После погребения собаки, которые всегда были рядом с Никитой, почувствовали неладное в происходящем, как будто между ними и миром с его неправдой наступила эмоциональная гята, переполненная болью, и они начали рыть землю у свежей могилы, громко лая. Люди, проходящие мимо, подошли и, увидев такой переполох, заглянули в могилу и, к их большому удивлению, обнаружили, что Никита был еще жив. Его спасли в последний момент. Долгожданное пробуждение стало для Никиты важным знамением, когда он наконец осознал: вся жизнь, которую он пытался покинуть, теперь может быть переписана, словно страницы забытой книги. Когда он пришел в себя, рядом была Софья, та самая женщина, которую он когда-то потерял. И как бы ни грустно это ни было, ее рыдания были источником их общения в самое темное время. Софья ухаживала за ним,
кормила, поддерживала и закрывала на свое сердце гнев, который угнетал их время. Через неделю после своего пробуждения Никита уже мог говорить и первым делом попросил у нее прощения за свои ошибки. Он понимал, что упустил слишком много лет, и эти дни были полны не только горечи, но и осознания любви. Но Софья не держала на него зла и, несмотря на прошлые поражения, не сомневалась в своих чувствах. Она все это время продолжала любить Никиту, несмотря ни на что. Теперь они снова были вместе и мечтали о будущем, которое под носом было не самым бедным и не самым хрупким. У них появился ребенок, этот драгоценный плод их любви, который рос в атмосфере заботы и нежности. Никита вновь ощутил, что его жизнь наполнена смыслом, и благодаря этому смыслу он собирался объяснить всем, как важно иногда позволять себе вновь надеяться. И пусть прошло слишком много времени, Никита наконец обрел то, о чем всегда мечтал – настоящую семью и настоящую любовь, которые были не только простыми желаниями, но и осуществленными реальностями. Он понимал, что всего лишь одно неверное решение может обострить ситуацию, и важно ценить настоящие чувства и отношения, которые он обретал заново. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы и дальше получать такие истории о любви, надежде и преодолении. Каждый человек заслуживает второго шанса, и ваше мнение очень важно для нас. До свидания, будьте счастливы и не забывайте о своих мечтах.